Привет, армия. Обернется ли решение HYBE против BTS? И станет ли глубокое сожаление Чингука по этому поводу причиной радикальных действий Тэхёна? Мир К-поп снова потрясен шокирующими, эмоциональными и запутанными новостями. Сообщается, что Тэхён делает шаг, которого никто не ожидал, в то время как Чингук, похоже, настолько опустошен, что винит себя не только как участника группы, но и как самого близкого ему человека. Источник внутри группы, который начал высказываться, говорит, что этот тлеющий конфликт на самом деле назревал давно, с момента первоначального пересмотра стратегического направления BTS после военного перерыва. С тех пор HYBE начали принимать важные решения, включая создание сольных проектов и реструктуризацию карьеры каждого участника. Однако, похоже, не все участники считают, что эти решения отражают их желания, и среди них двое самых активных, хотя и не заявляющих об этом открыто, это Тэхён и Чингук. На первый взгляд, все кажется прекрасным, BTS остаются мировой иконой. Каждый участник занят сольными проектами, появляется в различных СМИ и продолжает получать любовь от армии по всему миру. Но кто бы мог подумать, что за этой грандиозной сценой маленькая искра разрастется в полномасштабное пламя. Эта искра началась с разницы в принципах, реализации планов индустрии и чувства потери контроля над своим личным выбором. Теперь Тэхён, всегда известный своей спокойной и дипломатичной личностью, предпринял неожиданный поступок, который не только потряс фанатов, но и поднял серьезные вопросы. Можно ли BTS все еще называться юнитом? Этот шаг не был явным отходом, скорее, он был более тонким и целенаправленным. В эксклюзивном интервью зарубежному СМИ Тэхён заявил, что создает свое собственное пространство и дистанцируется от системы, которая больше не дает ему дышать. Заявление мгновенно стало вирусным, и спекуляции не остановить. Некоторые медиа-аналитики назвали это явным признаком того, что Тэхён пытается отделиться от структуры BTS не из ненависти, а из-за жажды свободы. Но все стало еще более драматичным, когда всего через 2 дня после выхода интервью Чингук провел эмоциональный прямой эфир. Он выразил глубокое сожаление по поводу решения, которое, по его мнению, изначально не должно было быть принято. Эти тихие слова сразу же породили различные теории. Некоторые наблюдатели предположили, что Чингук имел в виду решение HYBE оказывать слишком большое давление на сольные проекты каждого участника, не принимая во внимание эмоциональную ценность и единство, которые лежат в основе BTS. В моменте, ставшем вирусным, на канале X, ранее Twitter, Чингук тихо сказал: «У нас есть силы сказать «нет», но я не был достаточно силен тогда». Фраза, которая оставила миллионы зрителей без слов, почувствовав, что происходит нечто гораздо более глубокое. Запись трансляции постоянно анализировали, армия внимательно вслушивалась в каждое слово и выражение, пока не наступила общая тишина. Когда один из фанатов спросил в комментариях в прямом эфире, имеет ли он в виду решение HYBE разделить BTS на отдельные проекты, Чингук не стал отрицать, ответив: «Нам дали выбор, но давление было со всех сторон, дело было не только в музыке». Многие фанаты тут же начали восстанавливать хронологию, связывая моменты, когда BTS стали меньше выступать вместе, когда были объявлены сольные проекты и когда Тэхён начал казаться отстраненным. Сам Тэхён не делал прямых заявлений по поводу трансляции Чингука, однако через несколько часов после того, как трансляция стала вирусной, он опубликовал фотографию себя в студии, одного в окружении лишь света люстры и аналоговых музыкальных инструментов. Фотография была не связана с темой, но полна смысла, как будто говорила: «Я не злюсь, я просто устал». Эта ситуация поставила армию на грань эмоционального срыва. Некоторые написали открытые письма в HYBE, требуя прозрачности и большего внимания к психологическому благополучию артистов. Другие попросили временно приостановить сольные проекты, чтобы участники могли сосредоточиться как группа и восстановить свою все более хрупкую внутреннюю динамику. Но самое трогательное – это то, как фанаты продолжают выражать свою любовь к Чингуку и Тэхёну, прося их не винить друг друга и уверяя, что у них еще есть время на исцеление. Означает ли это внутренний конфликт в BTS? Неявно, но все намеки, действия, выражения и подразумеваемые слова указывают на разрыв между желаниями участников и требованиями руководства. В жестко структурированной корейской индустрии развлечений решения обычно принимаются сверху, и часто артисты вынуждены подчиняться, даже зная, что это может повредить их личным и творческим отношениям.
Сейчас многие начинают сомневаться в правильности направления, в котором движется HYBE. Не было ли слишком рано разделять BTS на отдельные пути? Не ослепила ли их одержимость сохранением актуальности человечность артистов? Интересно, что в интервью 2019 года Тэхён однажды сказал «Наша сила в единстве», но эта сила может быть разрушена, если мы будем вынуждены идти в одиночку. Кто бы мог подумать, что 4 года спустя эта фраза прозвучит так болезненно пророчески? Сейчас, когда эмоциональный разрыв становится все более очевидным, фанатам остается только надеяться, что все еще можно спасти, но одно неоспоримо – сожаление Чингука совершенно реально. Он не винит HYBE, он не винит Тэхёна, он борется с собой, с чувством вины за то, что не высказался громче, когда появилась возможность, и это редкая форма честности в этой индустрии. Если Тэхён действительно покинул BTS, то не потому, что разлюбил группу, а потому, что слишком переживал за себя, за музыку, за истинный смысл BTS, который начал меркнуть под давлением индустрии. И если Чингук сожалеет об этом, то потому, что чувствует, что не смог сохранить нечто очень ценное – братство, которое они строили более десятилетия. Но среди бури домыслов и эмоций, захлестнувших социальные сети, важно помнить одно – новость об уходе Тэхёна из BTS и сожаление Чингука о решении HYBE – ложь. Многие заявления были искажены, преувеличены или основаны на неверно истолкованных видео и заявлениях. В эту стремительно развивающуюся цифровую эпоху эмоциональные слухи распространяются быстрее официальных разъяснений, и именно это и происходит. Если присмотреться, то не было никаких официальных заявлений от Тэхёна, Чингука или HYBE относительно ухода участников из BTS, не было никаких объявлений о расторжении контракта, не было никаких намеков на распад. Даже в интервью, которое было заявлено как «прощальный знак», Тэхён не произнес ни единого предложения, намекающего на его уход. То, что он передал, было размышлением о личностном росте, что совершенно естественно для артиста. Прямой эфир Чингука не был политическим заявлением, это было выражением тревоги и ответственности, искренним выражением артиста, который любит своих поклонников и ценит путь группы, которая его воспитала. После этого эфира Чингук продолжал активно участвовать как в BTS, так и в своих сольных проектах. Он записывал музыку, посещал мероприятия, появлялся с другими участниками. То же самое делал и Тэхён, он продолжал продвигаться, делиться моментами и сотрудничать с мировыми брендами. Не было никакого перерыва, не было никакой апатии, и самое главное, никто не собирался уходить из BTS. Произошло массовое недопонимание, порожденное чрезмерной интерпретацией символов и языка тела, ведь такая глубокая любовь часто делает фанатов уязвимыми для страха. В сочетании со СМИ и кликбейтными аккаунтами, эксплуатирующими возможность сенсационности, этот снежный ком слухов вышел из-под контроля. Сами BTS неоднократно напоминали нам, что не все, что становится вирусным, правда. Их личная жизнь не подлежит общественному вниманию и не предназначена для общественного потребления и общественного мнения. HYBE также выступил строгим предупреждением о нераспространении дезинформации, которая может нанести ущерб репутации и психическому здоровью их артистов. Самый разумный курс действий сейчас – ждать официального подтверждения, сохранять открытость и избегать связывания эмоций с неподтвержденными фактами. Мы все знаем, что это непростой переходный период, участники только что вернулись со службы в армии, они планируют будущее BTS как группы и как отдельных личностей. И в такие времена им не нужны предрассудки, им нужна поддержка. Потому что BTS – это не только музыка и сцена, это их совместный путь, пережитые ими бури, потери, давление, критика, даже угроза распада, и все же они продолжают существовать ради одного – любви. Поэтому, когда появляются подобные слухи, лучшее, что может сделать ARMY, это не паниковать, а доверять. Доверяться их отношениям, той прозрачности, которую они всегда поддерживали, и тому, что BTS никогда никуда не уйдут, не поставив нас в известность. Тэхён не покидает BTS, Чингук не жалеет о времени, проведенном вместе, и BTS по-прежнему, как они всегда говорят, мы будем вместе, пока не состаримся. Слухи – это всего лишь тени, которые со временем померкнут, но реальность их любви и преданности останется навсегда. Прежде чем плакать о том, что может и не произойти, давайте подождем с открытыми сердцами и позволим членам церкви говорить самим за себя, как они всегда это делают. I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking.
the same. I keep on building.